Сегодня они – главные поп-иконы планеты, чье влияние вышло далеко за пределы музыкальной индустрии. Группа BTS собирает 100-тысячные стадионы по всему миру, устанавливает недосягаемые рекорды в книге Гиннесса, выступает с трибуны Организации Объединенных Наций и меняет представление о современной поп-культуре. Миллионы фанатов, известных как ARMY, знают наизусть каждую их песню, следят за каждым их шагом и, кажется, знают о своих кумирах абсолютно все. Но задумывались ли вы когда-нибудь, кем были эти 7 парней до того, как их имена прогремели на весь мир? Кем бы они стали, если бы судьба не свела их вместе в маленьком подвальном агентстве Big Hit Entertainment? Что, если бы Ким Намджун сейчас сидел в строгом костюме в престижном научно-исследовательском институте, Чимин блистал на сцене классического театра-балета, а Мин Юнги создавал чертежи для огромных жилых комплексов? Путь к славе никогда не бывает прямой линией, и история BTS – лучшее тому подтверждение. У каждого из участников была своя жизнь, свои детские иллюзии, взрослые планы и вполне приземленные мечты о будущей профессии. Некоторые из них даже не думали о музыке, а другие собирались связать свою жизнь со спортом или сельским хозяйством. В этом видео мы совершим настоящее путешествие во времени, заглянем в глубокое прошлое участников BTS и детально разберем, какие невероятные, а порой и по-настоящему шокирующие профессии они выбирали для себя в детстве и юности. Досмотрите это видео до самого конца, ведь история одного из участников и его кардинальная смена планов вас точно удивят и заставят по-новому взглянуть на его личность. Мы начнем наше погружение с лидера группы Кима Намджуна, известного всему миру под псевдонимом RM. Сегодня он признанный гений индустрии, автор сотен глубоких текстов и человек, способный вести за собой миллионы. И его выдающийся интеллект – это вовсе не образ для камер. Еще в школьные годы Намджун поражал учителей и сверстников своими академическими успехами. Представьте себе, его коэффициент интеллекта, то есть IQ, составляет 148 баллов. Чтобы вы понимали масштаб, это уровень, который граничит с гениальностью и открывает двери в самые элитные научные круги мира. В старших классах Намджун вошел в топ 0,1% учащихся всей Южной Кореи по результатам выпускных экзаменов. Естественно, с такими вводными данными родители прочили парню исключительно академическую карьеру. Они мечтали видеть его успешным государственным служащим, юристом или политиком. Сам же маленький Намджун, будучи натурой романтичной и мыслящей, искренне хотел стать профессиональным ученым или литературным критиком. Он буквально тонул в книгах, изучал философию и обожал анализировать тексты. Но все изменилось в один миг, когда в подростковом возрасте парень случайно услышал трек культовой корейской хип-хоп группы Epic High. Сложные рифмы и социальный посыл рэпа настолько поразили Намджуна, что он понял, его собственная поэзия должна звучать под бит. Он начал выступать на андеграундной сцене под именем Ранч Ранда, скрывая это от мамы, которая выбрасывала его блокноты с текстами, чтобы он учился. Корейская наука потеряла потенциального нобелевского лауреата, но мир получил величайшего лидера в истории кей-попа, который до сих пор использует свои академические знания, закладывая в альбомы BTS концепции Юнга и Германа Гессе. Следующий участник, чье прошлое полно борьбы и скрытых талантов, это Мин Юнги, или Шуга. Сейчас он гениальный продюсер, чьи треки возглавляют мировые чарты. Но его путь начинался в Тэгу, в очень небогатой семье, где музыка считалась непозволительной роскошью и абсолютно несерьезным занятием. Родители Юнги хотели для сына стабильности, которой у них самих не было. Мало кто знает, но до того, как полностью отдать свое сердце хип-хопу, Юнги всерьез задумывался о профессии архитектора или строительного инженера. Его с детства завораживала геометрия, то, как из хаоса материалов рождаются четкие, красивые и функциональные здания. Он любил чертить и проектировать пространство. Однако музыка ворвалась в его жизнь слишком рано. В 13 лет он начал писать стихи и изучать работу на музыкальных процессорах. Когда он твердо решил заниматься музыкой, семья не поддержала его. Юнги ушел из дома. Работал на полставки курьером, чтобы оплачивать еду и аренду студии, и часто оказывался перед выбором купить билет на автобус или съесть тарелку дешевой лапши. Были моменты, когда он продавал свои биты за копейки, и его безбожно обманывали.
Интересно, что Юнги рассматривал и другую, более приземленную профессию. Он признавался, что если бы его музыкальная карьера окончательно провалилась, он хотел бы стать радиоведущим ночных эфиров. У него от природы очень спокойный, размеренный и глубокий голос, который идеально подходит для душевных разговоров с полуночниками. В каком-то смысле Мин Юнги реализовал обе свои мечты. Сегодня, как Шуга и Агуст Дэ, он является настоящим архитектором звука. Он берет разрозненные ноты, звуки, эмоции и строит из них сложнейшие музыкальные здания, которые служат убежищем для миллионов сломленных душ по всему миру. А его шоу «Сушвита» на Ютубе стало той самой уютной платформой для разговоров по душам, о которой он мечтал в юности. Перейдем к самому старшему участнику группы, Киму Сокджину, которого фанаты ласково называют «всемирным красавчиком». Джин – это уникальный пример человека, который изначально вообще не строил планов на карьеру в музыкальной индустрии. Он не умел профессионально петь или танцевать до прихода в компанию. В раннем детстве и средних классах школы Ким Сокджин был очень впечатлительным и эмпатичным ребенком. Насмотревшись выпусков новостей и документальных фильмов о социальных проблемах и людях, попавших в беду, Джин твердо решил, что его призвание – помогать обществу. Он искренне хотел стать журналистом или репортером новостей. Ему казалось, что, рассказывая правду с экранов телевизоров, он сможет сделать мир справедливее и лучше. Однако в старших классах приоритеты немного сместились. Посмотрев популярную историческую дораму «Королева Сондок», Джин был настолько поражен актерской игрой Ким Намгиля, что буквально загорелся новой идеей. Он захотел стать актером кино и театра. Джин рассудил, что актерство – это уникальная возможность проживать сотни разных жизней, вызывать у людей настоящие эмоции и через своих персонажей доносить до зрителей важные жизненные ценности. Парень проявил завидное упорство и поступил в один из самых престижных вузов страны – Университет Канкук, на факультет актерского мастерства, обойдя сотни конкурентов на место. Судьба распорядилась самым кинематографичным образом. В один из обычных дней, когда Джин просто выходил из автобуса по дороге на учебу, к нему подошел скаут агентства Big Hit Entertainment. Его привлекла невероятная кинематографичная внешность парня. Джин думал, что идет на актерские курсы внутри компании, но его уговорили попробовать себя в качестве айдола. Так несостоявшийся серьезный актер драмы стал главным визуалом и золотым голосом кей-попа, чьи высокие ноты сегодня заставляют плакать целые стадионы. А теперь давайте поговорим о человеке, который приносит свет и энергию в любое помещение, о Чоне Хосоке, известном как J-Hope. Сегодня он главный хореограф группы, перфекционист на репетициях и артист с безупречным чувством ритма. Кажется, что Хосок танцевал всегда, прямо с пеленок, но в его биографии есть удивительная спортивная страница, о которой знают далеко не все начинающие фанаты. В начальной школе маленький Хосок профессионально и очень серьезно занимался большим теннисом. Это был не просто кружок выходного дня, а изнурительные ежедневные тренировки под палящим солнцем. Хосок обладал невероятной скоростью, выносливостью и волей к победе. Он регулярно участвовал в региональных и даже национальных соревнованиях среди юниоров. Самым ярким его достижением на этом поприще стала бронзовая медаль на крупном корейском чемпионате. Тренеры видели в нем огромный потенциал и прочили ему блестящую спортивную карьеру, возможно, даже участие в Олимпийских играх. Но у судьбы были другие планы. В какой-то момент Хосок понял, что звук удара мяча о ракетку радует его меньше, чем музыкальные биты, под которые непроизвольно начинало двигаться его тело. Любовь к танцу перевесила спорт. Он оставил теннисный корт и полностью закрылся в танцевальных залах своего родного города Кванджу. Хосок стал участником известной уличной танцевальной команды Neuron и завоевал уважение в андеграундной среде задолго до дебюта в BTS. Танцы стали его жизнью, но годы, проведенные в большом теннисе, не прошли даром. Именно спорт воспитал в Хосоке ту самую железную, титаническую дисциплину, несгибаемый характер и перфекционизм. Сегодня именно эти качества помогают ему часами контролировать репетиции группы, замечая даже малейший рассинхрон в движениях участников на сцене. Пятый участник нашего списка –
Пак Чимин. Человек с ангельским голосом и невероятно изящной пластикой. Его детские мечты и планы на жизнь менялись настолько кардинально, что по ним можно было бы снять отдельный приключенческий фильм. Когда Чимин был совсем маленьким, он, как и многие мальчишки, находился под сильным влиянием кинематографа, мультфильмов и японского аниме. Особенно сильное впечатление на него произвел культовый сериал «Наруто». Вдохновившись историями о чести, доблести и защите слабых, маленький Чимин на полном серьезе заявлял родителям, что когда вырастет, станет галактическим мечником или элитным полицейским. Он хотел ловить преступников, бороться со злом во Вселенной и спасать мир. Но по мере взросления романтика правоохранительных органов уступила место искусству. Чимин увлекся танцами, причем подошел к этому максимально серьезно. Он поступил в Высшую школу искусств Пусана, выбрав направление современного классического танца – контемпорари. Чимин оказался невероятно одаренным. Он тренировался сутками, спал прямо в репетиционных залах и в итоге стал лучшим учеником на своем потоке, что для первокурсника было беспрецедентным случаем. Преподаватели классического балета и современного танца видели в Чимине будущую звезду мировой театральной сцены. Они буквально умоляли его не уходить в поп-индустрию, пророча ему сольные туры по главным театрам Европы и Америки. Для учителей его решение пойти на кастинг в айдол-агентство стало настоящим шоком и трагедией. Они считали, что парень губит редчайший академический талант. Но Чимин рискнул. Он прошел стажировку в рекордно короткие сроки, всего за 1 год, и принес сложную изящную технику классического балета на корейскую поп-сцену, сделав выступление BTS уникальным произведением искусства. А теперь мы подошли к, пожалуй, самой теплой, уютной и удивительной истории Кима Тэхёна, известного под псевдонимом Ви. Сегодня Тэхён, признанный во всем мире икона стиля, обладатель самого красивого лица планеты по версии многочисленных изданий и артист с глубоким, завораживающим джазовым баритоном. Глядя на его роскошный образ в дорогих костюмах от Гуччи или Селин, трудно представить, где именно прошло его детство. Тэхён родился в очень простой семье и воспитывался бабушкой и дедушкой в сельской местности в окружении полей, садов и домашних животных. Жизнь в деревне была простой, размеренной и далекой от блеска шоу-бизнеса. Поскольку вся его семья из поколения в поколение занималась сельским хозяйством, маленький Тэхён не видел для себя другого пути. Он искренне и со всей детской непосредственностью планировал продолжить семейную династию и стать профессиональным фермером. Тэ обожал копаться в земле, ухаживать за растениями, кормить животных и искренне считал, что выращивать еду для людей – это самая лучшая и благородная профессия на свете. Но его отец заметил в мальчике скрытую тягу к творчеству и искусству. Когда Тэхён учился в средних классах, отец дал ему мудрый совет. Если ты хочешь быть артистом, ты должен уметь играть хотя бы на одном музыкальном инструменте. Тэхён послушался и выбрал саксофон. Он занимался игрой на саксофоне около 3 лет, показывая отличные результаты. Музыкальные руководители прочили ему карьеру в профессиональном государственном оркестре. Однако, когда Тэхён пошел за компанию со своим другом на прослушивание Big Hit, чтобы просто посмотреть, менеджеры агентства заметили его среди толпы, попросили станцевать и спеть. В итоге друг кастинг не прошел, а Тэхёна приняли. Так мир потерял самого стильного фермера и саксофониста, но обрел неповторимого Ви, который, кстати, до сих пор при каждом удобном случае тепло вспоминает свое деревенское детство и признается в любви к природе. И, наконец, 7-й участник золотой Макне группы – Чон Чонгук. Человек, который, кажется, умеет абсолютно все, за что бы ни взялся. Он поет, танцует, рисует, снимает видео, выигрывает спортивные состязания. За это его и прозвали «Золотым». Чонгук попал в агентство совсем ребенком, когда ему было всего 13 лет. И до этого момента его жизнь была тесно связана со спортом и современными технологиями. В начальной школе Чонгук профессионально занимался бадминтоном. У него была невероятная реакция, скорость и координация. Тренеры и родители были уверены, что мальчик построит успешную спортивную карьеру и будет защищать честь страны на международных аренах. Но помимо спорта у юного Чонгука была еще одна огромная страсть – компьютерные игры.
Как и многие подростки начала 2000-х, он часами пропадал в виртуальных мирах и на полном серьезе мечтал стать профессиональным киберспортсменом или геймером. В те годы индустрия киберспорта в Корее как раз переживала невероятный бум, и эта профессия казалась парню верхом мечтаний. Все изменилось в 2011 году, когда Чонгук решил принять участие в популярном шоу талантов Superstar K. Он не дошел до финала и выбыл на ранних стадиях, но его уникальный тембр голоса и харизма произвели эффект разорвавшейся бомбы среди музыкальных скаутов. Сразу 7 крупных, известных и богатых агентств Южной Кореи прислали 13-летнему мальчику свои контракты, умоляя его стать их трейни. Перед Чонгуком были открыты все двери, он мог выбрать любую топовую компанию с огромным бюджетом, но он выбрал маленькое, почти обанкротившееся агентство Big Hit. Почему? Потому что в тот день он случайно увидел, как рэп исполняет Ким Намджун. Чонгук был настолько восхищен его крутизной и талантом, что захотел тренироваться исключительно рядом с этим человеком. Так замкнулся этот удивительный круг судьбы. Вглядываясь в прошлое этих 7 парней, невозможно не поразиться тому, как причудливо и невероятно переплелись их судьбы. 7 совершенно разных дорожек, 7 разных историй, от серьезной науки и сложной архитектуры до репортерской журналистики, большого тенниса, классического балета, деревенского фермерства и компьютерного киберспорта. Все эти дороги, вопреки всему, сошлись в одной крошечной точке пространства и времени, в старой репетиционной студии Big Hit, чтобы подарить миру группу BTS. Что это было? Чистая, слепая случайность, невероятное стечение обстоятельств или все-таки великая судьба, которую они заслужили своим титаническим, ежедневным трудом и верой в общую мечту? Каждый решает сам, но ясно одно: кем бы они ни стали в той альтернативной реальности, учеными, спортсменами или фермерами, их талант, упорство и искренность обязательно вывели бы их в лидеры своего дела. Но мы бесконечно счастливы, что они выбрали именно этот путь, путь музыки, который объединил миллионы сердец по всей планете. Напишите обязательно в комментариях под этим видео, чья детская мечта или не случившаяся профессия удивила вас больше всего. Могли бы вы представить Тэхёна на тракторе, а Намджуна на научной кафедре? Поделитесь своими мыслями, нам очень интересно их прочитать. И, конечно же, если вам понравилось это видео, не забудьте поддержать его лайком, подписаться на наш канал, если вы еще этого не сделали, и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления и никогда не пропускать новые, захватывающие истории о ваших любимых артистах. Огромное спасибо за просмотр, оставайтесь с нами, любите музыку и до скорой встречи в следующих видеороликах.